19 часов пути. Сначала поездом до города Киев в Карелии, затем на автобусе до Рабоче-Островска. И только потом на теплоходе к Большому Соловецкому острову. На палубе десятки шумных итальянских туристов, щелкающих камерами и кормящих чаек с рук. Вместе с ними 70 студентов и преподавателей из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга совершают путешествие на Соловки. Именно здесь пройдет научно-образовательная летняя школа 2017. 1436 год и считается датой основания Соловецкого монастыря. Почему было выбрано именно это место для постройки обители? С одной стороны, удобная морская бухта, морской залив, бухта благополучия. С другой стороны, озеро, пресноводное озеро, святое озеро. То есть монастырь находится между озером и морем. Студенты и преподаватели посетили Соловецкий Кремль, мыс Белужи, ботанический сад и Секирную гору. Секирная гора – самая высокая точка Большого Соловецкого острова. На ее вершине расположен Секиро-Вознесенский скит. К нему ведет лестница, состоящая из 294 ступеней, по легенде, поднявшись по которой можно получить прощение грехов, по одному за каждую пройденную ступень. Одним из самых ярких событий первых дней летней школы стала лодочная экскурсия по озерам и каналам Большого Соловецкого острова. Участники школы небольшими группами по 4-5 человек прошли по одному из туристических маршрутов. Многочисленные озера, расположенные на острове, монахи Соловецкого монастыря стали соединять каналами еще 5 столетий назад. С тех пор они имеют не только хозяйственное значение, но и являются рукотворным украшением архипелага. По правилам мини-плавания каждый сидящий в лодке должен по очереди выполнять функцию гребца. Юные барышни и дети не исключение. Как оказалось, даже те, кто впервые сел за весла, справились с задачей. Мы впервые сделали так, что один день полностью был посвящен вообще экскурсиям. Это такая попытка погружения в Соловки, в историю, и в природу, и в культуру. Да, чтобы вот прям сутки фактически такое вот вокруг тебя, никаких лекций, занятий, да, только знакомство с архипелагом. Потому что большая часть, конечно, участников, они первый раз здесь, за исключением преподавательского состава. И поэтому важно посмотреть не только по путеводителям, да, по книгам, по интернету, но и вот живьем, ногами, да, глазами на себя ощутить, почувствовать. Олег Геннадьевич Волков, заместитель директора Советского музея-заповедника. Расскажу о развитии, о проблемах нашего музея-заповедника. В этом году участники школы разрабатывают пакет идей на тему «Комплексное развитие территорий с уникальным природным и историко-культурным наследием» на примере Соловецкого архипелага по таким направлениям, как инфраструктура, экология, социология, история, муниципальное управление и IT-сопровождение. Для меня одним из самых важных направлений работы является определение социального самочувствия жителей поселка, тех повседневных, наверное, инфраструктурных проблем, которые присутствуют в деятельности нашего маленького сельского поселения, наделенного целым спектром самого различного рода охранных статусов и накладывающих определенные отягощения в каждодневной работе не только муниципалитета, но и органов государственной власти уже там федерального уровня. На третий день пребывания на Соловках студенты начали интенсивную работу над своими исследовательскими проектами. Тут заканчивается черный. Вот тут черный заканчивается. А там уже переход. Переход. 25. 25? Так, значит, всего. Экологи определили 4 места, потенциально опасные с точки зрения антропогенного загрязнения. Свалку, район дизельной электростанции, участок дорожной сети поселка Соловецкий и район аэропорта. По результатам предыдущих исследований в почвах было обнаружено превышение содержания некоторых тяжелых металлов, например, свинца, который может оказывать негативное влияние на умственное развитие подрастающего поколения. Молодые ученые предложили провести обследование школьников муниципального образования поселок Соловецкий на предмет изучения особенностей развития. Там машина служит... Там... Нет, это служит запчастями для той, которая стоит рядом. Шины тут тоже.
Группа инженеров и строителей анализировала дорожный комплекс на архипелаге. Студенты работали со статистикой о движении транспорта на территории Большого Соловецкого острова, проводили визуальную диагностику объектов транспортной инфраструктуры, выявляли интенсивность движения. Интересно, что дорожная сеть на архипелаге была создана в XVI веке и представлялась различными тропами между скитами. Сегодня цель проекта ученых – сохранение историко-культурного ландшафта прошлого и создание условий комфортного передвижения современного транспорта. То есть здесь нет ремонтных станций, то есть нет сервисного обслуживания автотранспорта, люди ремонтируют сами. А насчет заправочных станций, топливо привозится на остров дважды в сезон, а заправочная станция работает дважды в неделю. Что тоже говорит о низком уровне сервисного обслуживания транспортной структуры. Историческое направление на летней школе представили две группы – из САФУ и Петербургского кампуса Высшей школы экономики. Молодые ученые из города на Неве исследовали практики репрезентации музея-заповедника как объекта культурного и природного наследия. Студенты анализировали архивные материалы по экспозициям и выставкам, начиная с 1968 года по настоящее время. Книги отзывов посетителей музея, подборки публикаций в СМИ о Соловках и рекламные материалы. Наши результаты – это наличие слепых зон в экспозиционной системе. То есть в 70-е, 80-е, понятно, был недопредставлен ГУЛАГ и религиозные темы. В 90-е, 2000-е архитектура, хозяйственная жизнь монастыря. В 2010-е сейчас не идет речи о науке, технологии, природе, военной истории. Студенты Северного арктического университета собирали информацию о людях, которые работали на Соловках и являлись выпускниками вузов предшественников САФУ. Заранее был организован список персоналей, которые отрабатывались по картотекам в фондах музея. Планируется, что проект наследия САФУ и вузов предшественников на Соловках перерастет в настоящую выставку. У нас очень четкие были, по большинству проектов, технические задания на начальном этапе. Сделать мониторинг по дорогам, для музея САФУ, подготовить материал для возможной экспозиции. И поэтому уже было понятно, ради чего едем, именно в плане таком практикоориентированном, полевых исследований. Плюс еще опыт прошлых школ, поэтому ребята смотрели заранее, с чем готовы, на что мы выходили, с какими проектами, и поэтому уже могли опираться и в любом случае делать не хуже, поэтому это некая такая стартовая точка. Можно сказать, что программа летней школы на Соловках была по-настоящему разнообразной. Если днем студенты активно работали над своими проектами, то вечерами они играли в футбол, осваивали новые умения на мастер-классах, украшали северные козули, обучались мезенской росписи, на ручном гончарном круге создавали плошки, а после учились созданию закладок, вышитых счетной техникой. Мы берем такую штуку, где-то нам так надо. По 3 нитки мы выдергиваем и складываем их вместе, одна с одной. Участники летней школы 2017 имели уникальную возможность испытать не шапочное, а очень глубокое, близкое знакомство с Соловецким архипелагом. Важно было увидеть в Соловках не только привлекательное место для туристов, но и жилую территорию с актуальными социальными проблемами, требующими решения. В рамках социологического исследования «Стратегическое управление территорий» ученые САФУ и Высшей школы экономики опрашивали местное население, выясняли потребности и пожелания по улучшению инфраструктуры, повышению уровня жизни. Что бы вы сделали, если бы вы стали мэром этого города, у вас были бы неограниченные возможности? Я не знаю. Тут, конечно, нет газа, нет, все дорого, цены очень высокие в магазине, высокие в аптеке даже цены. Здесь начинают строить и тут же прекращают. Проблему отсутствия диалога между жителями Соловков и администрацией участникам летней школы удалось частично решить. Проект создания территориального общественного самоуправления на территории Соловецкого сельского поселения стартовал. В ходе работы студенты искали активных граждан и параллельно готовили и согласовывали необходимые документы. Цель была достигнута. Руководитель проекта передал комплект уставных документов на регистрацию ТОС главе Соловецкого сельского поселения. На самом деле у нас работа строилась сложно, и все вопросы, которые у нас возникали, администрация шла нам навстречу, поэтому еще раз спасибо, что тоже заинтересованы. Я не давал вас бить. Не давали обиду, когда нужно, защищали. Но мне жаловались уже половина жителей, уймите ваших студентов. Надеемся, что сегодня состоится подписание, регистрация этого ТОС, и сегодня знаменательный день. Вчера было 0, сегодня первый ТОС у нас на Соловках будет зарегистрирован. Это будет большое событие. Спасибо.
Также одним из важных итогов летней школы 2017 стал круглый стол, посвященный сохранению и развитию духовного и историко-культурного наследия Соловецких островов. Дискуссия прошла в ризнице Соловецкого монастыря. По результатам было решено составить своего рода меморандум, обращение с рекомендациями в адрес органов государственной и муниципальной власти с просьбой обратить внимание на важность разработки концепции пространственного развития Соловков, необходимости вовлечения местного населения в разговор о принятии значимых управленческих решений. Кроме того, было получено одобрение его святейшества на создание здесь, на Соловках, научно-образовательного и просветительского стационара нашего университета, который тоже мы будем делать вместе с нашими партнерами и Министерством образования и науки, и Московской патриархией, музеем Соловецким, Соловецким монастырем, неправительственными организациями, для того, чтобы молодежь здесь могла собираться круглогодично и проводить экспедиции, различные школы, ну и разные формы активности организовывать. В завершающий день летней школы участники представили свои наработки в областях экологии, истории, управления, строительства и организации туризма. Особый интерес комиссии вызвал проект «Информационная и математическая поддержка проектной деятельности на Соловках». Планируется, что у студентов появится возможность в рамках выпускных квалификационных работ разработать программное обеспечение для распознавания рукописных и печатных текстов, которое будет очень востребовано в работе музея. Я считаю, что наша летняя школа – это очень успешный пример межвузовского партнерства. Мы подписали с САФУ соглашение, наверное, лет 5-6 назад, и летняя школа стала одним из первых совместных проектов, причем он постоянно развивается и продолжается. Участники летней школы 2017 уезжали с острова с удивительным багажом, подробной и детальной информацией о непростой жизни островитян. Самое яркое впечатление было то, что мы общались с местными жителями, мы поняли их менталитет, их какие-то потребности, проблемы, то, почему они переехали на Соловки или почему они не уезжают отсюда. Очень тяжелые эмоции вызвало именно посещение всех этих мест, вроде Скирной горы или музея ГУЛАГа. Все запланированное мы выполнили, и мы очень довольны. Но плюс ко всему очень нас порадовали мастер-классы, которые здесь проводились. Тоже очень интересно и здорово окунуться в эту культуру. Свои доработанные проекты, способные помочь решить некоторые социальные проблемы жителей архипелага, студенты представят на конференции в Северном Арктическом федеральном университете в ноябре этого года. Анна Баданина, Алексей Макеев, Сергей Земских, Дмитрий Коротов, медиацентр САФУ «Арктический мост».